Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай Gearbest. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Так, как видим, пришла вот такая коробочка, и в ней находится рефрактометр. Специальный прибор для измерения содержания спирта в жидкости. Ну, а если говорить простым языком, спиртометр, только продвинутого типа. Пришел он в такой коробке, выглядит все так даже солидно, приятно. Имеет у нас защелка. Никаких внешних факторов отличающихся, ну таких выделяющихся нету. Название, модель и все. Поэтому заглядываем внутрь. Здесь у нас с двух сторон поролон, чтобы прибор не тресся и не травмировался, потому что это оптический прибор, и он должен, к нему надо бережно относиться. В комплекте у нас имеется сам рефрактометр, пипетка для забора жидкости и отвертка. Так, с этой стороны поролон, под ним ничего интересного нету, его вернем назад. А вот под этим поролоном у нас имеется салфетка для протирания прибора и инструкция. Все, коробка закончена, обследование. Возвращаемся к нашим комплектующим. И сейчас смотрим сам прибор. Находится вот в таком пакетике. Убираем его. И вот он как выглядит. Так, на первый взгляд кажется прибор сложный, но ничего сложного нету. Прорезиненная ручка, чтобы удобно было его держать. С этой стороны у нас, как видим, имеется окуляр. Вот такой резиновый, чтобы удобно не было прилаживать к глазу и не травмировать, чтобы можно было плотно приложить к глазу. Также, как видим, у нас окуляр вращается. С помощью его мы можем регулировать резкость, которая будет отображаться здесь. Далее имеется у нас надпись АТЦ. Это означает, что прибор автоматически может подстраиваться под температуру. То бишь нам не надо давать какие-то изменения показаний из-за температуры. Он автоматически подстраивается под температуру от 10 до 30 градусов. Это диапазон, при котором можно замерять жидкость. Дальше у нас имеется заглушка резиновая, которую мы, если снимем, увидим здесь небольшую вот резьбу. И с помощью отвертки мы можем регулировать его. Так, далее что у нас идет? Дальше у нас имеется окошко откидное, прозрачное. И здесь синяя поверхность, на которую будет наноситься сама жидкость. Ну, в принципе, по внешнему характеристикам все. Ну, обычная отвертка плоская, пипетка, все понятно. Ну, и салфетка для протирания, тоже ничего интересного. Инструкция. В инструкции у нас имеется английский, не только английский, китайский и даже есть русский язык. У нас имеется пошаговая инструкция, как произвести первым делом калибровку прибора, а далее будем уже замерять сами показания жидкости. Так, для калибровки прибора нам необходима дистиллированная вода. Чтобы не покупать, как говорится, целую там канистру или бутылку, сразу же не бежать дистиллированной воды, мы ее можем легко добыть дома. Так, для того, чтобы получить нам воду, нам необходим чайник и два блюдеца. Одно блюдце подставляем под струю чайника испарения. По нему будет стекать жидкость во второе блюдце, и вот эта жидкость будет та же самая дистиллированная вода. Пусть там не 100%, но близко к этому. Поэтому приступим к добыче дистиллированной воды. Так, как видим, испарение с чайника началось. Берем одно блюдце, только смотрите аккуратно, чтобы не обжечься, и подносим к напору. Второе подставляем снизу. И как видим, сразу же покапала у нас вода. Это и есть дистиллированная вода. Все, добыли несколько капель воды, нам больше не надо. Как написано в инструкции, для того, чтобы произвести калибровку, нам необходимо 2-3 капли. Все, перейдем к калибровке. Так, после того, как мы нанесли жидкость на измерительное стекло и накрыли крышечкой, и у нас нет пузырьков,
нам необходимо эту поверхность поднести к источнику света. То будет дневной свет хороший или лампа искусственного освещения. Мы подносим синей стороной к свету и смотрим в окуляр. И в окуляре мы увидим измерение данного прибора. Так, начнем калибровать. Если мы сейчас заглянем в глазок, то мы увидим, что у нас экран полностью синий. Поэтому показаний никаких нету. И для того, чтобы начать калибровку, мы капнем несколько капель дистиллированной воды на рабочую поверхность. Так, кстати, вот инструкция, по которой мы видим, что когда мы закрываем полностью стеклышко, у нас не должно не остаться ни одного пузырька, и полностью вся поверхность должна быть закрыта жидкостью. Будем стараться сделать так же. Так, капаем пару капель на поверхность. Так, пузырек убрать. И закрываем нашу крышечку. Как видим, жидкость растекается, но не полностью пока что. Можно было еще капнуть, но, как видим, жидкость полностью заполнила всю поверхность. Заглядываем в окуляр и настраиваем резкость. Настроили резкость. Теперь мы видим, что у нас 0 не совпадает. Показатель нашей, как говорится, крепости воды, жидкости будет пересечение белой границы белого цвета и границы синего цвета. Граница это и будет показатель крепости жидкости. Как видим, 0 не совпадает. Так, теперь берем, снимаем заглушечку нашу резиновую и с помощью отвертки и винта регулируем шкалу. Все, отрегулировав шкалу, мы смотрим опять и видим, линия полностью совпадает, ну точнее не линия, а граница совпадает с 0. Все, прибор откалиброван. Теперь мы можем спокойно замерять другие жидкости спиртосодержащие и узнавать их процент. После каждого измерения жидкости протираем рабочую поверхность с двух сторон, чтобы не осталось ни одной капельки жидкости. И еще главный обязательный момент, который упустил, что после того, как мы добавили жидкость на поверхность, надо подождать как минимум 30 секунд, чтобы температура выровнялась жидкости и прибора и показания были правильные. Все, сейчас я возьму несколько образцов спиртосодержащей жидкости и посмотрим разные показания. Так, а сейчас проведем небольшое испытание нашего прибора. У меня есть 2 спиртосырца. Водка, которая уже там пару лет лежит, не знаю сколько там, конечно, градусов, бренди и вино. И по очереди проверим, где какое содержание спирта. Начнем, как говорится, с первого образца. Так, как видим, в первом образце у нас 66 градусов. Не забываем смотреть на линию пересечения белого и синего цвета. Там у нас показатели. Перед каждым применением обязательно, точнее после каждого применения, обязательно протереть рабочую поверхность. Так, как видим, здесь у нас 45 градусов. Кстати, я немножко тороплюсь. Надо немного, как написано в инструкции, 30 секунд подождать, чтобы температура выровнялась. Но перед каждым ждать 30 секунд, это затянется видео, поэтому сразу же снимаем показания. Сейчас посмотрим, что покажет старая водка. Так, как видим, в водке у нас всего 33 градуса, что означает, со временем водка выдохлась, потерялась градус. Конечно, если уже прошло более 2 лет, даже в полузакрытой упаковке пары испаряются. Поэтому и показатели градуса падают. Так, сейчас у нас идет бренди 36 градусов. Так, как видим, бренди показывает 37 градусов. В принципе, разбежка всего лишь 1 градус с
заявленный производитель, в принципе, очень даже точный показатель. Так, и последний наш образец. Вино красное. Так, вино показывает 0 градусов. Почему такой результат? Потому что вино имеет какой-то цвет, это основное, и плюс содержится много сахара. Вино там каких-то настоек показывать не будет правильно. Поэтому основное предназначение этого прибора – измерение чистого спирта сырца, без каких-то добавок. Конечно, бренди показал практически правильно, с погрешностью на 1 градус, но сделаем эту погрешность на цвет. Ну а так прибор показывает правильно. Так, теперь заключение. Прибор показал себя с хорошей стороны. Отмечу плюсы: то, что показания точные, четкие. Плюс то, что у нас идет автоматическая подстройка под температуру, диапазон от 10 до 30 градусов, не надо выдерживать, как обычно, стандартные 22 градуса. Также имеется плюс по сравнению с обычным спиртометром, что нам нужно для того, чтобы произвести замер, всего лишь несколько капель, а не большого объема, где мы можем обычным спиртометром замерить. Также видим, что у нас идет хорошая комплектация, красивый, удобный, как говорится, кейс-коробка. Есть инструкция на русском языке, отвертка, пипетка, ну и, конечно, сам прибор. В принципе, на обзор на этом заканчиваю. Ссылочка на товар будет под видео. Не забываем подписываться на канал и обязательно ставим лайки. Всем пока!